Привет! Сегодня в ролике речь пойдет о бюджетном саундбаре от компании Redmi, который я заказал на Алиэкспрессе за 40 баксов. Признаюсь честно, я не имею ни малейшего представления, как обозревать подобного рода девайсы. У меня на канале есть много обзоров на беспроводные наушники, пара обзоров на Bluetooth колонки, но вот подобной штуковины у меня еще не было. И тем не менее, все когда-то бывает в первый раз. В общем, приехал мой саундбар в простой коробке из обычного упаковочного картона. Внутри помимо самого устройства лежит маленький пакетик с саморезами, кабелем SPDIF и краткой инструкцией на китайском языке. Ни пульта, ни каких-то дополнительных проводов в комплекте нет. Сетевой кабель здесь несъемный и имеет на конце китайскую вилку, но тем не менее, помимо стандартной комплектации, продавец заботливо приклеил к коробке переходник на евровилку, который, к сожалению, рассыпался у меня прямо в руках. Обратно-то я его собрал, но по итогу он оказался нерабочим, так что пришлось взять свой. Материалы корпуса приятные, и я бы даже не сказал, что они дешевые. Основная его часть выполнена из полуматового пластика, который здорово собирает отпечатки пальцев. Спереди во всю длину установлена металлическая сетка, прикрывающая два основных широкополосных динамика по 15 Вт. Колонка имеет квадратное сечение со стороной в 64 мм, а ее длина составляет 780. Боковые торцы текстурированы под винил, а на одном из них, если быть точным, то на правом, расположено физическое колесо управления функциями мультимедиа. Здесь имеется 4 кнопки. Верхняя отвечает за включение и выключение, нижняя за выбор режима работы, можно включить AUX, SPDIF или Bluetooth, а две боковые это плюс-минус громкости. Больше из элементов управления ничего нет. Нижняя часть саундбара оснащена резиновыми ножками, его можно как просто установить на стол или полку, так и подвесить на стену, для чего на задней стороне имеется два отверстия для крепления на саморезы. В целом колонка выглядит очень минималистично и лично мне внешне понравилась. Первое, что я сделал, это подключил ее к смартфону по Bluetooth. Интерфейс соединения здесь современный, 5-й версии, подцепляется быстро и работает как обычная беспроводная колонка по аудиокодеку SBC. На максимальной громкости ничего не хрипит и не захлебывается, но тут уже смотря что ты будешь слушать. Лично меня ее звучание вполне устроило, ровно как и максимальный уровень громкости. Для помещения шарашит очень даже неплохо. Моя основная цель покупки данного девайса заключалась в прокачке звука моего дачного телевизора. У меня здесь стоит очень дешевая модель, динамики в которой оставляют желать лучшего. А посмотреть вечерком какой-нибудь хороший фильм с какими-то модными спецэффектами иногда все же хочется. Разумеется, какого-то Dolby Ultra Double Surround звука от этого саундбара я не ожидал, но банально даже каких-то простейших басов пищалки из моего телека выдавать не способны. Так что в этом плане колонка справляется очень даже неплохо. Смотреть видео стало в разы приятнее и интереснее. Но тут мне хотелось бы отметить один момент. Подключил я ее в итоге по AUX разъему. К сожалению, в моем телевизоре нет разъема SPDIF, и комплектный кабель оказался не при делах. Было бы просто изумительно, если бы производитель в комплект поставки положил еще и AUX кабель. А так мне пришлось его искать, а точнее сколхозить его из удлинителя для наушников и коротенького проводка AUX от портативной колонки. Но решение это, разумеется, временное, и я обязательно прикуплю себе нормальный кабель в ближайшем будущем. Хотя, как мы все прекрасно знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Так же, как второй вариант в моем случае, саундбар можно подключить к ТВ-боксу по Bluetooth. Единственное, при таком сценарии придется не выключать саму приставку из сети, а держать в спящем режиме. Но в любом случае варианты подключения есть, и это радует. Привет! Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. И вот в компании Huami решили поступить подобным образом, выпустив на рынок часы под названием Amazfit Neo в классическом исполнении электронных часов а-ля Casio. Самая ближайшая по функциональным и внешним характеристикам модель – это Casio BP120, которая выпускалась примерно с начала 90-х, и еще тогда эти часы умели измерять пульс и кровяное давление. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. В качестве бюджетного варианта, чтобы раскочегарить свой старый или не совсем умный телевизор, Redmi TV Speaker штука хорошая. Она простая и минималистичная, звучит годно, и уж точно все потраченные на нее деньги отрабатывает с лихвой. Ну а кому нужно нечто большее, надо и заплатить будет соизмеримо больше. Лично мне для использования в дачных условиях такой штуки будет более чем достаточно. И не стоит ожидать от этой звуковой панели чего-то сверхъестественного. Все здесь в рамках и пределах разумного на свои деньги. В принципе,
больше мне сказать про данный саундбар особо нечего, а это значит, что на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, а также за лайк и комментарий, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.